вероятность вооруженного столкновения на Донбассе сохраняется. При этом даже без участия российской армии силы непризнанных республик разобьют украинские войска, поскольку обладают большей огневой мощью и лучше подготовленными бойцами. В этом убежден израильский политолог, бывший шеф спецслужбы «Натив» Яков Кедми. В феврале-марте Киев нагнетал обстановку на линии разграничения с непризнанными республиками Донбасса. Туда отправлялись эшелоны с военной техникой. Участились обстрелы. В то же время официальные лица в Киеве все чаще стали говорить о необходимости переформатирования Минских соглашений, пока украинские власти не решились на военное наступление. Но некоторые эксперты не исключают, что это может произойти в мае, когда земля подсохнет и не будет весенней распутицы. Военный аналитик Яков Кедми дал свой военный прогноз в эфире одной из российских радиостанций в программе «Полный контакт». Вероятность конфликта по решению украинских властей очень низка. Во-первых, на Украине нет украинской власти. Они под внешним управлением. А те, кто ими управляет, отлично понимают, что происходит. Вероятность начала военных действий и быстрое их развитие по безответственным действиям какого-нибудь местного атамана это может быть по любой случайности. Один недостаточно ответственный выстрел, отвечая на вопрос о соотношении военных возможностей России и Украины, аналитик сказал, что это несравнимые вещи. С одной стороны – государство, а с другой – гуляй-поле. Можно надеть хорошо скроенную, под американскую или натовскую форму, от этого боеспособность армии не увеличится, сказал он. По мнению эксперта, не стоит даже брать в расчет возможности российской армии. Соотношение огневой мощи Донбасса превышает огневую мощь украинской армии в артиллерии в 3 раза, в танках в 2 раза. Соотношение сил с точки зрения боеспособности или боевой подготовки солдат невозможно сравнить в Донбассе и на Украине, сказал он. Эксперт пояснил, что на Украине, за исключением нацбатов типа Азов, запрещен в РФ. Войска укомплектованы солдатами срочной службы. А ополчение Донбасса – профессионалы, которые воюют уже 7 лет. Я уже не говорю об отношении и поведении на поле боя новобранца и человека, который в этом состоянии находится 5-6 лет. Это небо и земля. Кедми считает, что вооруженные силы Донбасса способны без российской армии решить проблему случайных обстрелов со стороны украинцев раз и навсегда, уничтожив в течение нескольких часов все артиллерийские установки и танковые части, которые стоят рядом. Он сравнил ситуацию с Израилем, где армия оперативно реагирует на любой огонь со стороны палестинцев. Не дай бог один снаряд или одна мина, которая прилетит из Газы, палестинский анклав, ударит по детскому саду, и погибнут дети или женщины. Они это отлично знают, и поэтому очень часто в последнее время, когда летела какая-то шальная ракета, вместе с этой ракетой был звонок. «Извините, это не мы, это по ошибке, эта молния ударила, мы ничего не хотели, не подумайте. Потому что следующим ударом будет катастрофа», рассказал Кедми. По его мнению, силы Донбасса наверняка имеют аналогичные планы на случай военного обострения.